Всем привет, с вами снова я, Саша, и вас приветствую на канале, посвященном жизни и работе в Японии. Сегодня я нахожусь в Токио, район Сумида, и за спиной у меня мемориал, посвященный восстановлению Токио после землетрясения, великого землетрясения Канто, которое произошло 1 сентября 1923 года. Конничева. Великое землетрясение Канто, которое произошло 1 сентября 1923 года, является самым разрушительным за всю историю Японии. Не самым мощным, а как раз таки самым разрушительным. Самым мощным является на сегодняшний момент это землетрясение от 2011 года. Кстати, в тот момент я находился в Японии и могу сказать, что это не очень приятное ощущение, паника, которая пугает людей, и вообще вся эта ситуация. Тем, кто не привык к землетрясению, думаю, европейцы, никто не привык к землетрясению, естественно, это очень дико и непонятно, не знаю, что делать, куда бежать, и все, что из этого, соответственно, вытекает. Великое землетрясение Канто в общей сложности унесло по разным подсчетам порядка 200 тысяч жизней, из них 40 тысяч до сих пор находятся пропавшими без вести. Общий материальный ущерб оценивается порядка в 4,5 миллиарда долларов США. На японском языке название мемориала звучит как Токио Тофуку Киненкан. Изначально он должен был быть построен в 1929 году, причем изначально планировался как зал памяти, а не как мемориал. Однако в последующем было принято решение сделать все-таки мемориал памяти восстановления Токио от землетрясения, великого землетрясения Канто, и в 1931 году он открыл свои двери. Как я вам уже сказал, дорогие друзья, это является самым разрушительным землетрясением в истории всей Японии. Причем последствия пошли не только от самого землетрясения, но и от пожаров, которые порой высотой достигали более 60 метров в высоту. Соответственно, понятное дело, что по тем временам потушить их быстро и среагировать оперативно было довольно-таки сложно. Также землетрясение от 1 сентября 1923 года привело к тому, что в местах было цунами порой до 12 метров высотой. Здание мемориала трехэтажное, но по знакомлению всего лишь 2 этажа. Поднимаемся с вами на 2-й этаж. Я не буду вам показывать все в данном видео, потому что я считаю, что лучше, конечно, посмотреть все своими глазами. Окунуться в атмосферу, наверное, да, того, что произошло уже почти 100 лет назад.
из причин того, почему я хотел вам сегодня показать данный мемориал, является то, что, с одной стороны, это то интересное место в Токио, которое многие не знают, и здесь реально стоит побывать. Затем, это также близко ко мне, да, это близко к Асакусе, где я проживаю, поэтому если вдруг вы будете приезжаете как туристы, посещаете Асакусу, то это одно из мест, где стоит побывать. К тому же здесь бесплатный вход. Ньюкан Мурю, поэтому здесь стоит бывать, и вы ничего не потеряете. И тем более, если вы, например, будете Рюгоку тоже далеко отсюда, посмотреть решили сумму, то тоже от Рюгоку тут буквально, наверное, пешком минут 10, наверное, 15. От Асакусы, если идти, наверное, порядка минут 30-35. И подходим мы к финалу самого мемориала, расположен на втором этаже. Здесь большое количество картин. Сейчас я вам покажу, естественно, макетов. И добавлю только то, что в 1999 году данный мемориал был включен в число исторически ценных зданий для Японии. Поэтому побывать здесь для любителей истории, тем более если вы любите историю Японии, наверное, является обязательной в вашей программе путешествия по Японии, если приедете туда как турист. Извиняюсь, скрипит пол, я здесь уже в третий раз, и каждый раз удивляюсь, как пол скрипит под ногами. Чтобы посмотреть все экспонаты, представленные в данном мемориале, посвященном восстановлению Токио после землетрясения, великого землетрясения Канто, вам понадобится, наверное, в общей сложности часа, может быть, даже и больше. Если вы любитель истории Японии, то я считаю, вам обязательно стоит побывать, тем более учитывая, что здесь вход бесплатный. И примечание от меня, то, что у меня недавно я прокололся в этом, по понедельникам выходной, по понедельникам и праздникам, да, государственным, здесь выходной, поэтому в понедельник, как правило, получается, в основном музей, мемориалы не работают. Напоминаю то, что великое землетрясение Канто произошло 1 сентября 1923 года, в общей сложности унесло порядка 200 тысяч жизней, из них порядка 40 до сих пор чисто пропавших без вести, и общий материальный ущерб насчитывается порядка $4,5 миллиона США. Стоит отметить, что самое разрушительное землетрясение, которое практически стерло Токио и большую часть Йокогама. И в последующем это произошло, можно сказать, даже заново все строили. А для Японии это был самый печальный момент, потому как в то же время в Японии был экономический кризис, была политическая борьба, финансовая борьба, и восстанавливать так просто Токио, естественно, не получалось. Я не буду вдаваться в историю, потому что я не любитель вообще истории Японии, я не любитель истории вообще. Но это момент жизни японцев, и еще напоминаю, что 23 год, соответственно, в следующем году будет 100 лет с того землетрясения, как произошло, поэтому если вы интересуетесь историей Японии, то это одно из мест в Токио, где стоит побывать. Это интересное место в Токио, которое многие не знают. Естественно, путеводителей, я думаю, нигде этого нету. И еще раз напомню, да, может быть это мелочь, но приятно. Здесь все бесплатно, вход бесплатный, поэтому вы можете зайти, наслаждаться. Можно спокойно фотографировать, ведь я снимал видео, да, и никто вам ничего не скажет. Получается как, да, на входе сидит бабушка, очень вежливая, приятная, даже она немножко мне рассказала пару интересных моментов, которые сегодня в этом видео даже вам включил. И в завершении нашей с вами такой виртуальной экскурсии по монументу, посвященному восстановлению Токио после землетрясения, великого землетрясения Канто, это экспонаты, которые выставлены на улице. Посмотреть вы их можете в любое время, соответственно, не нужно ждать, откроется мемориал или нет. Естественно, все эти экспонаты настоящие, это после землетрясения, которые здесь выставлены. Какие-то из них часть расплавленного состояния, вот, да, сейчас вы видите, это, по-моему, двигатель, скорее всего, да. Впереди станки, сейчас мы с вами видим.
Естественно, трогать я ничего не буду. Если вы заметили, то внутри мемориала тоже большое количество надписей о том, что трогать запрещено, заступать тоже запрещено, но снимать не запрещено, кстати. Что очень приятно. Я думал, что меня выгонят, скажут, что ты снимаешь. Молодой человек, а что вы снимаете? Дорогие друзья, товарищи и друзья, вот такая небольшая экскурсия по одному из, наверное, неизвестных мест Токио, но мест, которые, я считаю, даже не интересующиеся туристы стоит побывать, потому что здесь, естественно, с одной стороны, бесплатно. Оно близко к Асакуса, это одно из любимых мест, куда приезжают туристы. Асакуса — это самый старый район в Токио. Также близко оно к Рюгоку, это место, где есть сумоисты, где смотрят, да, бои сумоистов. То есть, в принципе, она находится между ними двумя, да. До Рюгоку где-то, наверное, пешком порядка 10 минут, до Асакусы пешком порядка, наверное, 30-35 минут. Я вам оставлю ссылочку в описании для нового видео, чтобы вы посмотрели, где это находится. Там есть сайт, есть версия на английском языке, поэтому вы можете посмотреть маршрут, как добраться. Еще раз напоминаю, что здесь вход бесплатный, поэтому ничего вам платить не нужно. Можете спокойно посмотреть, насладиться. И еще раз напоминаю, что в понедельникам данный мемориал закрыт, как вы себе и большинство музеев в Японии. То есть понедельник у них выходной день. И праздники, государственные праздники в Японии. А в остальные дни работает, поэтому приходите, смотрите и погрузитесь в атмосферу Японии того времени, потому что это одна из значимых дат, наверное, в истории Японии, потому как это самое разрушительное в истории Японии землетрясение и мемориал, посвященный восстановлению Токио, восстановлению некоторой части Йокогамы после данного землетрясения. На сегодня все. Я желаю вам удачи, не болейте. С вами был Пых. До скорой встречи. Пока.